Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как можно укрепить, например, дно сумки с помощью ригелина. Что такое ригелин? Это вот такая вот широкая проволока, которая состоит из нескольких тоненьких проволочек. Нам нужно эти проволочки высвободить отсюда. Вот здесь я уже начала их высвобождать. Я делаю это просто с помощью маникюрных ножниц. То есть нужно между проволочками просто разрезать вот эту вот оплетку. И проволока легко высвобождается. Вот посмотрите, какая тоненькая получается одна проволока. Вот ее мы и будем ввязывать в наше изделие. Им можно укрепить как дно сумки, например, так и стенки сумки или корзинки. Также им укрепляют поля шляпки. Вот таким образом нам нужно очистить всю проволочку. Вот что у меня получилось. Длинная тонкая проволока. И сейчас мы ее будем ввязывать в дно нашей сумки. Вот я связала первый ряд, то есть после набора петель обвязала по кругу первый ряд. И дальше мы начинаем во втором ряду ввязывать ригелин. Кладем ригелин сверху на ряд. И просто начинаем его обвязывать. За счет того, что он прозрачный, он подойдет для любого цвета пряжи. Вот таким образом обвязываем его. И эта, казалось бы, тоненькая проволочка придаст нашему дну достаточно такую хорошую жесткость. Вот таким образом нужно связать все дно. Постепенно ввязывая в него ригелин. Вот уже чувствуется, насколько здесь сторона жестче, чем вот эта сторона без ригелина. Здесь, видите, тоже ничего не видно. Даже если учесть, что у нас пряжа темная, а ригелин светлый. Кстати, ригелин бывает разных цветов и разной толщины. Его легко купить в любом швейном магазине. Вот я связала дно для сумки Toad, укрепив его ригелином. Ригелин я ввязала во все ряды, и ушло у меня примерно 3,5 метра на все дно. Отпарила его, как обычно. Вот посмотрите, ригелин практически незаметно. Немножко поблескивает с изнаночной стороны, но это не критично. Дальше буду вязать тоже все как обычно.